Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Таро-прогноз. Февраль 2025 года. Первые вестники перемен. Ключевые события вашей жизни. И мы рассмотрим ключевые или главные события вашей жизни. По мнению карт, безусловно. Будем реалистами при этом. Любой прогноз, расклад не передадут то, что вы чувствуете, или не детализируют вашу личную жизнь. Но все же я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Именно подсказки, потому что февраль у нас может быть сопряжен с такими непростыми энергиями, когда мы понимаем, вынуждены, может быть, принять, что есть в нашей жизни что-то непознанное или необъяснимое. И оно входит в нашу реальную именно жизнь. И мы все разные. Кто-то может быть фаталистом, кто-то не верит ни в судьбу и ни в высшие силы. Надо сказать, высшим силам тоже все равно, где-то мы не верим, верим мы в них или не верим. Есть вот это необъяснимое, то, что как закономерное входит в нашу жизнь. И февраль как раз может сломать какой-то наш шаблон, алгоритм. Нам приходится принять какую-то реальность. Или заставить нас рассмотреть февраль, какие-то альтернативные возможности, которые прежде мы говорили, возможно, себе, как нет, этого не может быть никогда. А здесь придем к выводу, что, елки-палки, оказывается, возможно. И это происходит потому, что в Тельце находится Уран, и в феврале месяца, или с февраля месяца Уран будет в прямом директном движении. И если прежде это было ретроградное, была какая-то ситуация или затянувшаяся, или был какой-то повтор, то здесь как раз шаблон может сломаться или даже в том направлении, когда... С одной стороны, что-то надоевшее нам заканчивается, но это происходит каким-то неожиданным образом. И поэтому астрологически звездное расписание нам рекомендует на всякий случай пристегнуть ремни. И это происходит, опять же, потому, что для кого-то из нас, пусть это не для всех, но кому-то важно услышать, так вот, у некоторых из нас могут складываться жизненные ситуации, напоминающие слепой поворот, когда мы вынуждены совершать маневр, но мы не знаем, что нас ждет впереди, или как сложатся какие-то ситуации в продолжении. Вот давайте мы с вами рассмотрим. И у нас сегодня две колоды. Первая – это колода ангелов, поддержки, патронажа ангелов, ангелы-хранителей. А вторая колода – это колода добра, которую прорисовала великолепная художник, таролог с большим стажем и психолог Колет Барон Рид. Мы будем дополнять значение первой колоды, если это будет необходимо раскрывать. Но на колоде ангелов мы достанем первые три карты, важные, ключевые события вашей жизни. С чем это будет связано или с какими сферами жизни может быть связано. Итак, три карты важные, ключевые события вашей жизни. Второе событие. И третье, главное событие вашей жизни. Достанем мы карту неожиданности, которые могут подстерегать в феврале. И что вам придется организовывать или адаптировать, мои дорогие козероги? Какие двери, какие возможности перед вами откроются в феврале? Чему нужно уделить внимание, по мнению карт? От чего вы можете отказаться сами, либо будете это как раз трансформировать или менять, переводить в какую-то другую плоскость. И мы достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать ключевые события. Ух ты! А вы знаете, это карта старшего аркана, 10-й, колесо фортуны. И в этой колоде, колоде ангелов, нам дети представлены, ангелочки. Много ангелов, действительно высшие силы берутся за вашу судьбу. И эта карта фортуна, так и называется. Карта прогресса и перемены, мои дорогие. Что-то будет меняться. У каждого в своей сфере жизни, поскольку старший аркан не говорит, не конкретизирует. И мы все же все разные. У кого-то это личной жизни может коснуться, у кого-то работы. Но это, опять же, перемены счастливые. Это какой-то прогресс. И мы от чего-то не должны отказаться. Может быть, это для кого-то из вас, вот все то, что я говорила до карт, может быть сопряжено с какой-то информацией, новостью, которая приходит на ваш порог, или решением конкретного человека. И даже если что-то происходит из ряда вон выходящее по этой карте,
мы должны смотреть вперед. Имеется в виду, что какой-то прежний этап жизни или в каком-то контексте какая-то история может завершаться. Завершаться именно в контексте, а вот то продолжение, которое следует, оно более прогрессивное, оно более счастливое, оно более удачливое, мои дорогие козероги. Карта фортуны, по сути дела, с этого начинается наш расклад. Ну и примите во внимание, если события в вашей жизни в феврале словно ускоряются или для решения конкретного вопроса, к примеру, стоит у вас на повестке дня какая-то тема, которая все время пробуксовывает. Вот здесь может прийти как какой-то финальный аккорд или сообщение, или как раз открываются новые возможности, если это дело по воле высших сил, назовем так, будет для вас служить прогрессом. Не опоздайте куда-то, потому что иногда, когда 10-й аркан выпадает, мы должны быстро сориентироваться по какому-то вопросу, не отложив что-либо на потом. Будущее у вас на пороге. Конкретно тройка огня или тройка жезлов. С одной стороны, это объективизм некоторый, но когда мы расширяем собственные границы возможностей, когда мы свой кругозор где-то расширяем, мы изучаем что-то новое, и для кого-то из вас это будет означать, что сообразный такой переходный момент может быть в феврале между прошлым и будущим, когда прошлое действительно оно завершилось, а будущее оно еще пока не сформировалось. Может быть такое внутреннее состояние, как будто штормит, потому что мы ведь что-то не можем просчитать еще на будущее. Но карта нам предлагает проверить, все ли мы или что мы с собой готовы взять в это самое будущее, что мы хотим продолжать, что в чем мы, может быть, видим прогресс, и нам изображен корабль. В этой колоде карт некоторые карты имеют изображение ангела. Так вот, если первая карта «Колесо фортуны», сразу несколько ангелочков вам изображены, а в тройке жезлов изображен сам по себе корабль с крыльями, как ангел. Тут, правда, как, назовите это даже вас, ситуации, внешние события могут подводить к какому-то важному решению. Безусловно, открывать какую-то возможность. Для кого-то из вас это какая-то поездка может происходить. Или вы будете планировать, все же мы пока планируем по этой карте. И один из символов Меркурия – корабль, работа с большим объемом информации, когда вы сами можете собирать эту информацию, потому что имеете какую-то цель, осуществить свой план, и здесь вы будете искать подходящие варианты. Или это может быть еще, когда в каком-то пункте то, что вы хотели, тоже исполняется. И все же исполнение желаний и перемены как раз по символу корабля и проходят. Добрые как раз перемены. Тогда примите опять же во внимание, даже если что-то завершается, неизбежно буквально у вас уже на пороге, вы можете этого не видеть, уже стоит что-то новое, потому что это карта будущего. Ключевое событие. Вы можете прочувствовать вот эти энергии будущего. А вообще, посмотрите, 3 замечательных аркана, из них 2 старшие. И я должна сказать, если фортуна, так буквально называется 10-й старший аркан в этой колоде, то здесь Виктория, победа, сила желаний. Но карта предполагает, что мы можем что-то передумать, переиграть, видоизменить, где-то трансформировать. И опять же, у кого-то переезд. Или это будет связано со сменой работы. По аркану колесница это проходит еще и скорость. Когда я уже говорила по колесу фортуны, мы не можем что-то отложить на потом. Карта нам говорит: провожай прошлое и встречай все новое, что приходит на твой порог. Не держитесь за прошлое, мои дорогие козероги. Уже не одна карта вам как раз говорит, как будто прошлого уже нет. Может быть, вам придется пересмотреть методы работы, методы взаимоотношений, именно методы, как вы транслируете себя, свои желания, как вы позиционируете себя. Для кого-то это может быть связано со сменой имиджа, или вы задумаетесь об этом, потому что вот энергии того, что словно прошлого либо нет, либо это было когда-то очень далеко, или это вы, мои дорогие козероги, вы люди мудрые, сильные. Вы поймете, что нет смысла горевать по какой-то ситуации, которая завершилась, и будете готовы ее оставить как ситуацию, как пережитый опыт.
чтобы, к примеру, не повторить какие-то ошибки, или для того, чтобы прошлое вас уже больше не мучило, не тяготело над вами. Вы для того, чтобы быстрее где-то выйти из каких-то прежних ситуаций, будете добавлять себе новых горизонтов. И по аркану как раз семерка, старшему аркану, Илькаро, колесница. Сам ангел словно в этой колеснице, расправив крылья и руки. Вот представьте, что это вы в этой колеснице. Нет, как будто правда прошлого. Я понимаю, что фраза громкая, но я надеюсь, вы все именно в альтернативном варианте это понимаете. Прошлое у каждого есть. Но что-то может быть прогрессом, а что-то все же мы должны завершить. Давайте посмотрим неожиданности. Хотя две карты скорости. В неожиданностях, тем не менее, какие-то партнерские отношения у вас должны быть либо продолжены, либо каким-то образом, ну, может быть, я не могу сказать, что это восстановлены, но о себе напомнит человек. Я допускаю такое. Человек, которого вы уже знали, он о себе, тем не менее, может. Здесь может быть какое-то предложение, кстати. Причем, если прежде было предложение и такое ни шатка, ни валка, а здесь уже будет что-то конкретное. И вообще больше уделять вот именно тем отношениям, начинаниям или вашим идеям, которые в плане прогресса идут. Если же мы говорим чисто о партнерских отношениях, кто-то может откликнуться, и это в неожиданностях, откликнуться на вашу идею или на вашу задумку, или когда вы решите, допустим, строить карьеру, поговорите с руководителем и вас поддержат. Вот у кого-то буквально так проиграется, потому что, к примеру, руководителю будут очень близки ваши позиции, жизненные какие-то устои, правила, и вы будете вместе с ним смотреть в одном направлении. Ключевое событие, чтобы с партнером вы смотрели именно в одном направлении. И тогда любое дело вам по силам. Есть как минимум один человек в вашей жизни, и вы в этом точно убедитесь, хоть это в неожиданностях. Значит, кто-то мог сомневаться, а здесь вы поймете, что нет, вот это должно быть продолжено. Но это именно касается межличностных отношений или партнерских отношений. Что вам придется организовывать, адаптировать? Себя самого. Шикарная карта, я ее очень люблю, обратите внимание. Нам изображен молодой человек с конвертом. Конверт как будто подсвечивается, сверкает. Паш земли. И это ваша энергетика, это то, что вы хотите осуществить. С одной стороны, мы готовы учиться, поэтому не случайно наш молодой человек держит книгу, прижал ее к себе. И с другой стороны, это карта радости. Буквально для кого-то проиграется, вы получаете какое-то известие, для вас как старт в будущее. Получаете или согласовываете какой-то документ, или информация нужная к вам приходит, или вы ее сами находите, или вы на что-то решаетесь. Где-то карта говорит, тебе придется неспешно проходить, ну, может быть, курс обучения. Или в некоторых вопросах не торопиться, чтобы, опять же, детализировать что-то или изучить, или дождаться буквально каких-то документов, потому что в некоторых вопросах вы не сможете что-то ускорить. Паш, опять же, нам приходится принять или не только принять новую реальность, а еще и себя вот именно адаптировать самого к этим новым условиям жизни или каких-то новых, может быть, законов или каких-то новых правил, регулировок. Внешние события оказывают на вас влияние, и вам приходится, ну, где-то себя организовать-то тоже по-новому. У кого-то банально на работе график работы поменяется. Или вы будете искать новые варианты заработка, или дополнительные, как работа на дому. И вы можете изучать новые направления, которые как раз отвечают вашим задачам, требованиям или вот этой работе на дому, как варианты, каким образом я могу работать из дома, или, может быть, для кого-то карта проиграется так, что это доброе известие от ваших детей, мои дорогие, и в зависимости от того, что это будет, но именно доброе, как какая-то возможность у кого-то поехать к своим детям, если они находятся далеко. Все же я здесь вижу какое-то перемещение. И я в целом могу сказать, что вам некогда будет скучать в феврале. Добрые энергии вас могут так закрутить,
А вам понравится, мои дорогие козероги. Поэтому не ставьте что-то на паузу. То, что приходит в вашу жизнь, или то, что вам подсказывает ваша душа, ваше сердце, то, что вы всегда себя, может быть, оставляли на потом и говорили, не, этому не время, а это у меня не получится. Пробуйте, дерзайте, и вы достигнете тех высот, которых вы на момент начала февраля еще даже предполагать не можете. Вот есть такой тонкий момент. Но это все, опять же, новое. Перемены. Ни одной картой, которая нам говорит о прошлом. Вот такие энергии февраля для вас, козероги. Давайте узнаем, какие же двери возможностей перед вами откроются. Да, те, которые вы захотите. Это ваша энергетика, это ваша карта. Пусть меня смотрят мужчины. Королева Земли, ее как раз и характеризует то, что из любого какого-то хаоса, неразберихи, путаницы она умеет установить порядок. Она умеет подстроить с нуля своего благополучия, мои дорогие. Она умеет сказку или мечту сделать былью, реализовать какой-то свой собственный проект. Для вас нет ничего невозможного. И само пространство отвечает на ваши чаяния и желания. Для кого-то эта карта будет говорить действительно о делах семейных или с вашим партнером. И неважно, кто меня смотрит, девочки, девушки, женщины или мужчины. Мы именно энергетику рассматриваем. Это карта доброго человека и великого практика. По сути, это вас самих. Это карта еще и где-то доверия, мира, спокойствия, гармонии в вашей душе. Не мешайте чему-то новому войти на ваш порог, потому что дверей закрытых нет. Здесь вам самим где-то нужно себя переформатировать в сторону как раз новых направлений, либо открыть для себя какую-то новую реальность, но уж точно не оборачиваться назад. По сути, о самореализации, о новых возможностях говорят все карты, которые мы с вами достали. Чему нужно уделить особое внимание? Давайте узнаем. Может быть, как сфера жизни, дела, работа, бизнес и деньги. Вот тогда могу сказать точно, потому что по рыцарю жезлов приходят неожиданно какие-то возможности, и тут будет очень важно верить в себя. Здесь, знаете, могут ускоряться события, об этом вам говорит карта. Причем так, когда нужно будет, долго не раздумывая, не мешкая, быстро куда-то собраться и поехать, может быть, в какую-то инстанцию или совершить какой-то важный разговор. По сути дела, быть готовым еще и к тому, что вокруг вас обстоятельства продолжат меняться. Но где-то это игра жизни, не ваша игра, а игра жизни. Вас может завораживать, как я уже сказала, вам понравится, но еще и могут быть какие-то предложения, правда? И рассмотрите тогда все. Нечего мне добавить по этой карте тоже, но тем не менее, давайте немножко раскроем, с чем же это может быть связано. Или чему, кроме дела, работы, бизнес, нужно уделить внимание. Ведь у каждого по-своему, у кого-то может быть как готовность конкретного документа, а вопрос решается по личной жизни. И я такое могу допустить вполне, потому что впереди выпала королева Земли. Давайте узнаем, с чем это связано. Эти неожиданности. А правда, смотрите, еще один старший аркан. Какой-то итог вы подведете, это абсолютно точно. Но это, кстати, карта, когда уходят наши сомнения и страхи. Вы на что-то решитесь. И если мы спросили, чему нужно уделить внимание, вот именно на то, что вы решились, или то, что просит ваша душа и сердце, обратите внимание, как замочная скважина в этой карте. Ключи-то вот в ваших руках, но готовы ли вы вступить вот в это будущее? Готовы ли вы рассмотреть для себя какие-то новые методы работы, изменения вас самих или какие-то новые возможности, может быть, новые возможности путешествия? И как будто вы, знаете, быстро будете видеть уже какой-то свой итог. Поэтому вот за этой картой рыцарь жезлов скрывается весь мир. Для кого-то увидеть, как возможность видеть мир. Открыть для себя мир, для кого-то начать изучать языки, для кого-то работать в интернет, вот это тоже может проиграться. Для кого-то мир, спокойствие, как в вашей паре, такое тоже может быть. Вообще добрые энергии сами по себе, гармония. А именно потому, что, посмотрите, какая-то прежняя история самовыгорания, она у вас уже заканчивается в феврале.
Нечего добавить, что еще? И шестерка огня. Вы победители, мои дорогие козероги. Поэтому не отказывайтесь. То, что вам может показаться не совсем понятным, или могут одолевать где-то сомнения, что «ой, я не знаю, как это дело будет развиваться», или «я в этой области не силен или не сильна», «не такой специалист» или «не такой профессионал». Вот не добавляйте себе, самое главное, каких-то сомнений. Помните, что где-то эмоциональное выгорание, оно у вас пытается само по себе закончиться, и на повестке у вас как раз стоит какая-то победа. Но эта победа, обратите внимание, тоже нам один из символов Меркурия. Это исполнение наших желаний. Но это желание не ради желания, а когда мы эту победу должны трансформировать во что-то, как в будущее, продолжить что-то. Мы не можем ослабить наш контроль, иначе все пойдет наперекосяк. Но правда, какое-то желание у вас сбудется, и словно открываются новые возможности. Но мы не успокаиваемся. Давайте мы посмотрим, от чего вы можете отказаться или что, в какой сфере вам придется как-то видоизменять. А изменять направление – это паш мечей. И быть честным самим собой. Вот самое главное. И какой-то вопрос вы будете анализировать. Давайте мы немножко раскроем, чего это может касаться. Мы действительно можем отказаться от того, что мы не видим в чем-то прогресса. И самое главное, наверное, себе где-то не одеть на глаза розовые очки. Итак, паш мечей. С чем это может быть связано? Что же вы будете трансформировать? Опять карта мир. Дайте я перемешаю еще лучше. Но тем не менее, таких совпадений не бывает. Чего это может касаться? Я так вижу, что вы от чего-то не должны отказаться. И вам на первый взгляд это может показаться каким-то иррациональным, кривым, неправдоподобным. Но именно в этом выход из какой-то затянувшейся либо ситуации, либо переход, вот этот квантовый скачок в будущее. Чего может это касаться? Вот эта смена направлений. А здесь, правда, путаница какая-то должна у вас закончиться, между прочим. По этой карте нам говорят, что был какой-то в вашей жизни тупик. Вот практически выход из тупика по этой карте должен быть. И куда? Мир выпадает, буквально в мир. Что еще? Опять же, карты живут своей жизнью. Не выбирайте то, что не служит вашей жизни прогрессом. Не выбирайте тех, которые вам добавляют разочарование. Выбирайте только тех людей, которые как раз не создают для вас какую-то привычную сложность. Вот, кстати, почему я говорю привычную? Потому что долгое время Плутон был в вашем знаке зодиака, и вы уже где-то к этим сложностям привыкли. Но это не есть правильно. Для вас совершенно другие энергии приготовили высшие силы. И поэтому на новое надо соглашаться, а не на повторение какого-то сюжета. Для кого-то выйти из отшельника. И очень своеобразно нам показывают карты. Смотрите, отшельник, у вас есть все ключи. Но вопрос, захотите ли вы поставить вот в эту скважину этот ключ? Захотите ли вы выбирать эти ключи? Или захотите ли вы вот эту, пусть дверь, одиночество, как будто открыть, выйти за нее и оставить прошлое в прошлом? По отшельнику мы всегда идем своим путем, безусловно. И, может быть, вот в это новое направление, как по пажу мечей, вам нужно и рассмотреть. Но для начала у нас должно хватить решимости выйти из этого тупика. А к тупику мы уже как будто привыкли. Этого эмоционального выгорания мы не видим. Что же это еще? Королева земли. Уже больше не достаю. Одну и ту же историю или один и тот же сюжет нам где-то повторяют карты. Это карта вашей силы. Мне нечего добавить в плане, как от чего вы откажетесь. Если мы спросили, то вы откажетесь от того, что, опять же, не может быть либо продолжено, либо вы не захотите что-то продолжать. Или ту историю, которой вы прикладывали даже, возможно, много усилий, а результата вы все равно не получили. Вас в сторону практики разворачивают четких целей и честности с самим собой, чтобы и выйти из тупика, и закончить какие-то прошлую многозадачность или какую-то путаницу в вашей жизни, правда. И перед вами практически весь мир. И
этот мир несет вам большие возможности, мои дорогие. Вот такие энергии. Да, совместить, может быть, еще и те какие-то события, которые происходят в феврале, с тем, что вы хотите осуществить. Поэтому давайте карту совет откроем. Ну, нам о партнерских отношениях, об искренних партнерских отношениях. И поэтому очень символично, мы уже с вами об этом говорили, по двойке жезлов. Тот, кто умеет или хочет смотреть с вами в одном направлении. Тот, кто к вам относится непредвзято, или тот, который вас может вдохновлять. По этой карте нас именно какой-то человек вдохновляет, вселяет больше уверенности в самих себя, или может где-то наши нейтрализовать сомнения, неправильные эмоции, то есть поддержка, по сути дела. Вот кто вас поддерживает, мои дорогие козероги, вот значит, с такой поддержкой стоит продолжать, или, может быть, совет вашего как ключевого партнера, важного человека, или кому вы доверяете, определенно хоть один, но он есть в вашей жизни. Поэтому прислушайтесь где-то к его советам, может быть и так, или для себя самих ищите именно тех партнерских отношений, которые, как для вас, означают и искренность, и одно направление. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.